Я врач с более чем 36 годами стажа, и за эти годы я видел тысячи людей, сотни историй и судьбы, которые во многом были похожи друг на друга. Есть одна деталь, которая объединяет огромное количество пожилых людей. Это утренний кашель со слизью. Казалось бы, что в этом такого? Многие говорят: ну что ж, возраст, легкие уже не те, значит, так и должно быть. Но поверьте, это не так. И, я умоляю, не игнорируйте эту тему. Когда я был еще молодым врачом, ко мне приходил один мужчина, ему было чуть больше 60 лет. Каждый прием он начинал с фразы: «Доктор, я снова откашлялся утром. Видимо, старость берет свое». И тогда, как и многие, я считал это естественным процессом. Но годы практики, десятки исследований и наблюдений показали мне, что за этим симптомом всегда стоит что-то большее. И если вовремя понять, что именно, можно изменить не только качество дыхания, но и качество жизни в целом. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Кашель со слизью после 60 лет – это не приговор, а сигнал организма. Наше тело никогда не делает ничего просто так. Если слизь собирается в дыхательных путях, значит организм борется, защищается, очищает нас от чего-то лишнего. И это что-то может быть как безобидным, так и крайне опасным. По моему опыту, человек, который обращает внимание на эти сигналы, живет дольше, легче и с большей радостью. Вы знаете, иногда я думаю о том, что с возрастом мы начинаем воспринимать себя как изношенный механизм. Многие пациенты говорят: «Доктор, у меня уже возраст, что с меня взять?» Но жизнь – это не механизм. Это сад, который можно поддерживать, подкармливать, очищать от сорняков. И утренний кашель – это словно сигнал колокольчика. В саду что-то не так, пора выйти и навести порядок. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. Женщина, ей было 68 лет, пришла ко мне с жалобой на постоянный утренний кашель. Она уже привыкла к нему, даже считала, что без этого проснуться не сможет. Но когда мы вместе разобрали ее привычки, питание, образ жизни, оказалось, что простые изменения помогли ей буквально через 3 недели забыть о привычном кашле. Представьте, сколько лет она считала его нормой, хотя это была лишь реакция организма на то, что ее тело устало бороться с накопленной слизью. Поверьте, это может изменить вашу жизнь, ведь когда дыхание становится легче, все вокруг кажется другим, и прогулка на свежем воздухе, и разговор с внуками, и даже обычный завтрак. Я много раз наблюдал, как исчезновение этого утреннего кашля возвращало людям бодрость, энергию, радость. Казалось бы, мелочь, но именно из таких мелочей и складывается ощущение счастья в зрелом возрасте. А вы позволяете себе радоваться жизни так же, как в молодости? Или уже смирились с тем, что некоторые трудности, такие как кашель, стали частью повседневности? Пожалуйста, не спешите мириться с этим. Я умоляю, дайте себе шанс жить свободнее. И знайте, что самое простое, но по-настоящему меняющее жизнь я скажу только в конце. Это будет секрет, который обычно рассказывают лишь самым близким, и он не просто о кашле, он о том, как сохранить легкость внутри себя в любом возрасте. Поэтому оставайтесь со мной до конца этого видео, и вы узнаете то, что может стать вашим новым шагом к здоровью и гармонии. За 36 лет своей практики я убедился, возраст сам по себе не является причиной постоянного кашля со слизью. Да, с годами наше тело меняется, дыхательные пути становятся чувствительнее, легкие уже не такие эластичные, как раньше. Но поверьте, многое в наших руках. Очень часто то, что люди называют старческим кашлем, на самом деле результат накопленных привычек, стрессов и невнимания к собственному телу. Когда человек переступает порог 50 или 60 лет, жизнь начинает играть другими красками. Мы уже не спешим так, как в молодости, но вместе с тем прошлые заботы, тревоги и неразрешенные ситуации словно оставляют след внутри нас. И этот след может проявляться и в теле.
Вы удивитесь, но слизь в дыхательных путях часто связана не только с бронхами или легкими, но и с состоянием психики. Я много раз видел, как хронический стресс, невыраженные эмоции, постоянное напряжение буквально оседали в теле моих пациентов. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Когда мы живем в спешке, постоянно тревожимся, ссоримся, недосыпаем, организм начинает защищаться. Одним из способов такой защиты становится выделение слизи. Это похоже на то, как дом покрывается пылью, если хозяин не открывает окна и не проветривает комнаты. Тело пытается вывести лишнее, но если человек не меняет образ жизни, эта пыль накапливается снова и снова. Я вспоминаю одного пациента, ему было 72 года. Он приходил ко мне с жалобой: «Доктор, я каждое утро будто бы выхожу на бой, полчаса кашля, пока не отхаркаю слизь, а потом чувствую себя выжатым». Мы поговорили с ним не только о лекарствах, но и о его жизни. Оказалось, что он давно перестал гулять, ел поздними вечерами тяжелую пищу, постоянно переживал из-за детей и внуков, хотя сам уже ничего не мог изменить. И знаете, когда он постепенно вернул себе привычку выходить на улицу хотя бы на 20 минут, когда перестал на ночь пить крепкий чай и начал просто глубже дышать, его утренний кашель стал уходить. Через месяц он сказал: «Доктор, я впервые за последние 10 лет проснулся спокойно». Мудрость приходит с годами, но ее можно усилить простыми шагами. Нам важно научиться отпускать лишнее и в мыслях, и в теле. Слизь – это не враг, а знак того, что организм очищается. Но если ее слишком много, значит мы перегружаем свое тело тем, что не должны носить. По моему опыту, у людей после 60 лет именно умение замедлиться и перестать жить в гонке становится ключом к легкому дыханию. Это словно перестать тащить тяжелый рюкзак, в котором накопились камни прошлых лет. Стоит только немного облегчить ношу, и вы сами удивитесь, как легко становится идти дальше. Пожалуйста, покажите это видео своим родителям или друзьям, ведь многие старшие люди смиряются со своим кашлем, считая его частью старости. Но это не так. Мы можем помочь себе сами, простыми изменениями, маленькими шагами, теплым вниманием к своему телу. И сейчас я плавно подведу вас к первому совету, который может буквально изменить ваше дыхание. Это не таблетка, не чудо-средство из рекламы, а простая привычка, которую каждый может внедрить уже сегодня. Поверьте, если вы попробуете ее хотя бы неделю, вы почувствуете разницу. А дальше я расскажу о том, что помогает не только душе, но и буквально замедляет старение мозга. За 36 лет работы врачом я заметил, у большинства людей после 60 лет причина постоянного кашля со слизью связана не столько с болезнью, сколько с образом жизни. И самый первый ключевой шаг к облегчению – это очищение дыхательных путей с помощью правильного увлажнения и простых дыхательных практик. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Наши легкие похожи на сад, который нуждается в поливе. Когда воздух сухой, особенно зимой при отоплении или летом в душной квартире, слизь становится густой, липкой, и организму приходится тратить силы, чтобы ее выкашлять. Но стоит лишь добавить влаги, и все меняется. Слизь становится мягче, кашель отходит легче или вовсе исчезает. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. Мужчина, ему было 65 лет, пришел с жалобой на то, что каждое утро он начинал день с получаса мучительного кашля. Мы долго искали причину, проверяли легкие, сердце, но все оказалось куда проще. В его доме постоянно работал кондиционер, воздух был сухим, а он пил меньше стакана воды за весь день. Я посоветовал ему простые вещи: поставить увлажнитель воздуха в спальне, пить теплую воду маленькими глотками и делать легкие дыхательные упражнения по утрам. Через неделю он вернулся с улыбкой: «Доктор, я впервые за 10 лет проснулся без кашля».
По моему опыту, именно дыхательные практики могут творить чудеса. Попробуйте простое упражнение. Сядьте утром у открытого окна, сделайте глубокий вдох через нос, а затем выдохните медленно через рот, словно задуваете свечу. Повторите так 10 раз. Это занимает всего пару минут, но постепенно дыхательные пути очищаются мягко и естественно, без напряжения. Я умоляю, не откладывайте это. Попробуйте хотя бы неделю прожить с чистым воздухом и легкой привычкой утреннего дыхания. Вы почувствуете разницу не только в легких, но и в общем самочувствии, ведь когда организм не тратит силы на отхаркивание, он направляет их на радость, движение, общение. И здесь важно помнить еще один момент. Слизь – это не враг, она защищает нас. Но если ее слишком много, значит телу трудно. Дайте ему помощь, влагу и дыхание. Это так же просто, как полить цветок, который начал вянуть. Цветок оживает, и человек тоже оживает. А дальше я расскажу о том, что помогает не только легким, но и буквально замедляет старение мозга. Это второй шаг, который я всегда советую своим пациентам, и он связан с тем, как мы питаем не только тело, но и клетки нашего мозга. Поверьте, это может изменить вашу жизнь. За 36 лет своей врачебной практики я убедился, еда – это не просто топливо для организма, это язык, на котором тело с нами разговаривает. И очень часто чрезмерное образование слизи связано именно с тем, что мы кладем на свою тарелку. Многие пожилые люди удивляются, когда я им говорю: «Ваш утренний кашель начинается не в легких, а на кухне». Но это правда. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Есть продукты, которые усиливают образование слизи, делают ее густой и вязкой. Это прежде всего избыток сладкого, мучного и жирного. Кусочек пирога вечером, стакан молока на ночь, копченая колбаса за ужином – все это словно приглашение для слизи поселиться в ваших дыхательных путях. Организм вынужден защищаться, и утром мы просыпаемся с кашлем. Я вспоминаю одну пациентку, ей было 63 года. Она пришла ко мне с жалобами. «Доктор, каждое утро я начинаю с кружки чая и долгого кашля. Я уже привыкла, что это старость». Но когда мы с ней внимательно разобрали ее рацион, выяснилось, что на ужин она каждый день ела хлеб с сыром и запивала все сладким чаем. Я попросил ее заменить этот привычный вечерний перекус на легкий салат с теплой водой и добавить немного имбиря в чай. Через 2 недели она сказала мне: «Доктор, я не верю. Я проснулась и впервые за 10 лет не кашляла по утрам». По моему опыту, люди, которые продолжают следить за своим питанием после 60 лет, живут дольше и чувствуют себя счастливее. Ведь правильная еда – это не только легкие, но и ясный ум. Многие продукты, которые уменьшают слизь, одновременно питают мозг. Это ягоды, зеленые овощи, орехи, теплые травяные отвары. Они работают тихо, без шума, но буквально продлевают молодость клеток. И самое важное – вода. Я умоляю, не игнорируйте ее. Не газировка, не сладкий сок, а простая теплая вода маленькими глотками. Слизь любит сухость, она густеет там, где мало влаги. А вода – это жизнь для каждой клетки, для каждого дыхания. Но есть и обратная сторона. Если пренебречь этим, если продолжать есть тяжелую пищу вечером, заедать стресс сладостями и мало пить, слизь будет только накапливаться. Это словно болото, которое затягивает все вокруг. И человек думает: ну что ж, возраст, хотя на самом деле причина в его тарелке. А сейчас я дам вам легкий способ внедрить изменения без стресса. Не нужно отказываться от всего сразу. Попробуйте один вечер заменить привычный ужин легким овощным супом или салатом. Добавьте теплую воду с лимоном с утра. Ведите привычку держать под рукой горсть орехов вместо печенья. Эти маленькие шаги удивительно быстро меняют самочувствие. Но есть еще один момент, который люди часто недооценивают. И он может буквально разрушить человека, если его упустить.
Речь идет не только о теле, но и о нашей душе, о том, что мы носим внутри. Я расскажу об этом в третьем совете и прошу вас, досмотрите до конца, потому что это может касаться лично вас или ваших близких. За 36 лет практики я заметил одну закономерность. Человек может заботиться о своем теле, но если он не заботится о своей душе, то болезнь все равно найдет дорогу. И кашель со слизью – это часто не только физический симптом, но и отражение внутреннего состояния. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Застой слизи в организме очень похож на застой в душе. Если человек годами копит обиды, страхи, печаль, если он не позволяет себе выплакаться или выговориться, тело начинает говорить вместо него. Я видел десятки пациентов, у которых кашель усиливался именно в периоды эмоционального напряжения. Стоило им пережить стресс, и утром слизь словно душила их изнутри. Я расскажу историю, которая меня самого глубоко тронула. Женщина, ей было 70 лет, пришла ко мне с жалобой. «Доктор, я уже устала от этого кашля. Я каждое утро просыпаюсь и полчаса отхаркиваюсь, как будто все плохое выходит из меня». Когда мы начали разговаривать, выяснилось, что она много лет жила с чувством вины перед сыном. Она не рассказывала об этом никому, носила в себе, и именно в эти годы ее кашель становился все сильнее. Когда она наконец-то поделилась своими переживаниями с близкими и позволила себе простить и отпустить ситуацию, кашель заметно ослаб. Она сказала: «Доктор, я будто вдохнула впервые за 20 лет. Это разрушает человека тихо и постепенно, поэтому я умоляю, не откладывайте разговоры о душе. Накапливать слизь в теле так же опасно, как накапливать тяжесть в сердце. Если ее не очищать, дыхание становится трудным, и жизнь теряет легкость. По моему опыту, простые действия помогают душе так же, как и телу. Порой достаточно поделиться с другом или родным человеком, прогуляться по парку и вслух сказать себе: «Я отпускаю то, что тянет меня вниз». Это не магия, это работа нашего организма. Когда эмоции находят выход, дыхание становится легче. И вот 3 простых шага, которые сохраняют душевное равновесие и ясность ума. Первый – не копите обиды, говорите о том, что вас тревожит. Второй – найдите себе тихий уголок для дыхания и спокойствия, хотя бы 10 минут в день. Третий – учитесь благодарить за утро, за близких, за то, что вы все еще можете дышать полной грудью. Эти шаги объединяют воедино все, о чем мы говорили раньше: очищение дыхательных путей, питание и заботу о душе. А теперь самое важное. То, о чем я обещал рассказать только в конце. Это то, что действительно меняет жизнь и помогает не просто уменьшить кашель, а сохранить легкость в любом возрасте. Останьтесь со мной, и вы узнаете этот секрет, который я обычно открываю лишь самым близким. За 36 лет врачебной практики я убедился: здоровье – это всегда сумма маленьких шагов. И сегодня мы с вами прошли путь, который помог понять, что утренний кашель со слизью после 60 лет – это не старость, а сигнал организма, к которому нужно прислушаться. Давайте вспомним 3 главных шага. Первый – дыхание и увлажнение. Наши легкие как сад, и если им не хватает влаги, они покрываются сухой пылью, превращающейся в вязкую слизь. Стоит лишь добавить чистой воды и несколько простых дыхательных упражнений, и сад оживает. Второй – питание. Мы узнали, что еда может быть как лекарством, так и источником проблем. Легкая вечерняя пища, овощи, теплые травяные отвары помогают уменьшить слизь и одновременно поддерживают работу мозга. Третий – душа. Мы поняли, что не только тело копит лишнее, но и сердце. И если человек не отпускает обиды, страхи и тяжесть, они превращаются в утренний кашель, в стесненное дыхание, в грусть. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Самый главный секрет, который я всегда оставляю напоследок, заключается в умении благодарить и радоваться мелочам.
Поверьте, это может изменить вашу жизнь. Когда человек благодарит за каждый день, за близких, за возможность вдохнуть полной грудью, его тело откликается. Организм словно слышит «я нужен», «я ценен» и начинает работать иначе. Даже слизь отходит легче, дыхание становится мягким, а сердце – спокойным. Я дам вам маленький бонус, который использую сам. Каждое утро, проснувшись, сядьте на кровати, положите ладонь на грудь, закройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха. На вдохе мысленно скажите «Я принимаю этот день». На выдохе «Я отпускаю то, что мне мешает». Это всего минута, но она очищает не только легкие, но и душу. По моему опыту, люди, которые внедряют такие простые ритуалы, начинают жить дольше и радостнее. Их кашель отступает, дыхание становится легким, а глаза снова загораются светом. И я умоляю, не откладывайте это. Попробуйте завтра утром, и вы почувствуете разницу. Берегите себя, ваше время ценно в любом возрасте. Даже маленькие шаги могут изменить вашу жизнь к лучшему. Пожалуйста, покажите это видео родным и друзьям, ведь, возможно, именно они сейчас страдают от утреннего кашля, считая его неизбежным. А вы уже знаете, что это можно остановить. Напишите в комментариях, какой из этих советов вам ближе. Поделитесь своим опытом, ведь он может помочь другим. И, конечно, подпишитесь, чтобы не пропустить новые беседы о том, как сохранить здоровье и гармонию после 60 лет. И помните, легкость дыхания – это легкость жизни. И пусть каждый ваш новый день будет наполнен этой легкостью.